Тот способ полива орхидей, который вы нам показывали несколько лет назад, не прижился у орхидей. Поэтому вы не показываете эти орхидеи в связи с тем, что орхидеи погибли. Друзья, всем привет! Вот такой вот примерно так ближе к авторскому комментарию я процитировал под одним из видео оставленный комментарий на нашем канале. И еще в процессе, наверное, последнего месяца было несколько вопросов, связанных с поливом орхидей на искусственном фитиле, потому что у нас есть еще орхидеи на естественных фитилях, но об этом отдельное видео, хотя сегодня я тоже немножечко коснусь. И вот в преддверии наступающего лета, наступающей жары, сезона отпусков и оставление своих орхидей для поездки на дачи, на отдых на юг и так далее и тому подобное, становится вопрос, связанный с фитильным поливом орхидей. И вот нередко у нас на канале задают вопросы зрители, подписчики по поводу фитильного полива. Неужели он такой плохой или не приживается на орхидеи, что вот мы на канале перестали показывать орхидеи, которые 2-3 года назад пересаживали с применением фитиля для фитильного полива. Вот я сегодня вот в таком вот ракурсе, да, у меня такой венок на голове из двух роскошнейших орхидей. Это орхидея легата в стандартном цветении и орхидея дхарма. Просто обалденная красотка. Ну, еще одна орхидея, но она уже отцвела, но примерно, наверное, месяцев 8 эта орхидея где-то примерно с конца лета и вот по этот год включительно, всю зиму, цвела вот здесь вот своими, сперва вот здесь я ее ставил, потом вот здесь вот своими розовыми цветами с большой губой. Это розовый биглип Pink Kiss, Fairforks Pink Kiss. И в одном из обзоров всех цветущих на текущий момент биглипов эта орхидея была у нас в кадре, я ее показывал. И вот сегодня, друзья, я хочу показать парочку орхидей, которые в разное время мы, да как в разное время, 2 года, наверное, назад мы пересаживали с фитилями. С искусственными фитилями, не с естественными, а с искусственными фитилями. Одна из которых это вот эта вот орхидеечка дхарма. Я сейчас ее покажу. И немножко я сегодня порассуждаю по поводу естественного фитиля, друзья. Куда он годится и куда он не годится, естественный фитиль, и для каких грунтов, для каких орхидей и так далее и тому подобное. Вот такая вот красавица, это дхарма, которую мы с вами в сторонку, можно я пока вот эти орхидеи уберу, чтобы не зацепить, не дай бог, и не отломить им ничего. Значит, для понимания скажу, что я живу в Волгограде, Волгоградская область. У нас сухой, жаркий климат, начиная вот с конца марта и до октября включительно. То есть у нас большое теплое лето. Само по себе лето, начиная, наверное, с середины июня и до середины сентября, у нас просто пекло стоит. Года 2 подряд, прошлый год и позапрошлый год, я на втором канале Тройняшкин Папа фиксировал погоду 40 с лишним градусов тепла в тени и влажность в районе там от, по-моему, 6, 8, 9%, внимание, друзья, влажность, до 18% влажности от 1,5 до 2 месяцев подряд, то есть очень сухо. И вот в такую погоду, естественно, такая влажность, она проникает и непосредственно в дом, в жилье, вот, в котором я проживаю. И орхидеи
очень быстро просыхают между поливами. Приходится иногда в такие периоды поливать каждую неделю, что, конечно, очень часто. Зимой я поливаю раз в 2 недели. Напитываю орхидеи, напитываю грунт, в котором они стоят. И вот, значит, несколько лет назад мы вместе с вами на нашем канале, я показывал как один из хороших, эффективных способов для таких регионов, как наш Волгоградский регион. И плюс для тех, кто часто любит уезжать в отпуска. Один из способов, эффективных способов полива орхидей, это мокрые пяточки, да, и полив на фитиле, на искусственном фитиле, когда мы вот в таких двойных горшках, либо ну, специально вот такие горшки, да, двойные, где есть такая вот емкость, и здесь присутствует вода. Вот здесь, кстати, у нас уже полив и естественный и искусственный. Что я называю естественным и искусственным? Значит, естественный полив — это когда у нас орхидея проращивает корень. Вот он, видите, корень, опускает его в воду. И все. И потом начинает растить туда в воду корни и питаться оттуда. Я только радуюсь, когда вот такая вот история происходит. Корни опускаются на дно. У нас было видео про орхидею кувшинку, которая, наверное, около 2 с лишним года. У нее корни вот такие вот, как вросли в воду. И прям в воде прекрасно себя чувствовали, пока мы эту орхидею не разыграли на канале 2 года назад. Белая роскошная такая орхидея. Это та самая орхидея, которая у нас была без корней совсем. У нее есть свой плейлист на канале, где одна кочерышка без корней. Мы ее на керамзит поставили. Потом я куда-то уехал в отпуск, забыл про нее. А она в это время успела, будучи на мокрых пяточках, точнее не на мокрых пяточках, а стояла на керамзите и тоже вот с такой емкостью под основанием и выпустила корни. Эти корни вросли в воду и все. Приехал, хотел просто посмотреть, потом когда увидел, что у нее корни в воде, решил так и оставить ее. И мы ее с вами оставили. И она целую бороду нарастила туда корней в воду. И все, и мы ее так и держали, постоянно воду внизу. И она прекрасно себя чувствовала, цвела, росла, и все было замечательно. Корни адаптировались сразу в росшую воду, они адаптировались. Я вот только радуюсь. И подливал воду раз там, я не знаю, в 1,5-2 месяца, но иногда мыл саму емкость. Иногда, друзья, не часто, потому что когда корни попадают именно в воду, находящуюся под дном орхидеи, почему-то по какой-то причине вода начинает сохраняться, не протухать, и очень, ну, в общем, короче, она как в пруду, то есть какой-то микроклимат появляется, и вода стоит долго. Просто подливаешь, и с ней ничего не происходит, ну, с ней ничего не случается. Ну, максимум, может быть, может немножко нарасти зеленый налет на стенках, ну, как водоросли в аквариумах, да. Так вот, но это, друзья, не так часто происходит у орхидей, это уже у старых орхидей, а у новеньких, которые только пересаживаем, и которые корни еще не выросли, до дна не доросли, вот мы при пересадке вставляем фитиль. Я уже показывал, у нас есть видео, по-моему, даже плейлист отдельный на канале, который так и называется. Кстати, нет, это варианты полива орхидей, есть плейлист, и вот там есть профитильный полив, где я показываю, какие фитили я использую, как их вставляю в орхидею, точнее в горшок, ну и какой вот сегодня мы смотрим, какой эффект. Вот у нас 2 орхидеи здесь, я достал то, что полегче можно было достать. Вот, с краю, которые стоят, это орхидея легата, вот, внизу вы видите фитиль, вот, и орхидея дхарма, здесь тоже фитиль, и одной, и второй орхидеи тоже уже корни доросли до фитиля и тянутся вот в эту емкость с водой. И я очень этому обстоятельству рад, потому что это
Ну, во-первых, решает вопрос, оставить орхидеи можно 2, на 3, на 4, на месяц без присмотра. Главное, чтобы свет включался по таймеру, да. А вода здесь очень долго сохраняется. Вот я сейчас подлил, у меня буквально, так, сегодня у нас 20 число, да, а подливал я воду 16-17. А перед этим я воду подливал сюда, ну, наверное, где-то месяц, ну, точно. То есть, вот воды, когда наливаю вот сюда, хватает на достаточно долгое время, ну, практически месяц. Ну, опять же, в моих условиях сейчас зимой. Летом придется подливать, наверное, раз в 2 недели, когда жарко будет, интенсивность испарения будет выше. Поэтому я вот сегодня видео снимаю специально показать, что, значит, ответить на вопрос, что орхидеи у нас на канале есть и на фитиле. Вот, я вам их показываю. И это не 2 вот этих экземпляра, есть еще как минимум с десяток другой орхидей именно на искусственных фитилях. И еще десяток другой на естественных фитилях, вот как вот эта орхидея. Вот это вот, я вот только что показал ее, как вот эта орхидея, у которой пророс корень. Вот, я специально, когда, значит, орхидеи стоят у меня в блюдцах, и у них корень вылазит в блюдце из дна, я перевожу орхидею на кашпо, либо на мерный стакан. В мерный стакан ставлю, чтобы была возможность снизу подливать воду. Какой главный момент в этом? Значит, в фитильном поливе, вот я хотел специально перед видеосъемкой обязательно акцентировать на этом внимание, что фитили работают, пока они сырые. Ну, потому что сейчас в магазинах сложно найти какую-то веревку синтетическую, чтобы она хорошо качала воду. Вот это я хотел отметить специально. И, значит, когда мы поливаем орхидею, то есть мы вставили фитиль сюда в горшок. Это я еще отдельное видео сниму про фитили, если будет интересно. Я обязательно подробно на этом остановлюсь, и мы еще сделаем пересадки орхидей в фитили. Я все, ну, если надо, в комментариях напишите, я обязательно сниму на эту тему подробно, все подробно расскажу про фитили. Если есть вопросы, тоже задайте в комментариях, я на них заодно отвечу. Но в этом видео хочу отметить важный момент. Некоторые зрители пишут, что фитиль не работает. Он может не работать по 2 причинам. Первое, это, значит, сама по себе веревка, которую вы купили и вставили, она не тянет, не поднимает воду. Я уже в одном из видео показывал, что надо поставить в стакан, налить воды, поставить веревку в стакан, и если фитиль хороший, если вода в этой веревке, она намачивается и начинает подниматься по этому фитилю, значит, фитиль хороший. Если вода не поднимается, все, эту веревку можно выкинуть. Это первый момент. И второй момент, значит, бывает такое, что вот орхидея на фитиле, она полностью просохла, грунт просох, фитиль высох, внутри здесь сухо, и мы раз наливаем сюда вниз воду. Вроде бы налили воду и ждем, что с орхидеей все должно получиться, все хорошо. А она раз и засохла все. То есть вода вроде есть, а корни засохли. Не сработало, потому что фитиль сухой, и сухая часть, она не поднимает воду. И вот чтобы фитиль начал работать, нужно... Значит, если все пересохло внутри, нужно полностью налить, залить водой с пониманием, что внутри, чтобы внутри фитиль вот этот намочился. И он, когда мокрый, он начинает работать. Мы берем тогда все, сливаем и уже наливаем вот сюда водички чуть-чуть. И когда внутри мокрый фитиль, он уже начинает по мере просыхания грунта поднимать, качать вот эту воду. Вот это вот 2 важных момента. Это я рассказал для того, что если вдруг я не сниму видео, либо забуду на эту тему, то хотя бы в этом видео я отвечу на этот вопрос про фитиль. Про работу фитилю. Ну, а так, собственно, вот сами все видите. Вот эта орхидея у меня, конечно, пышнее цвела. Просто я случайно обрезал ей цветонос. Вот сейчас перед видео снимать. Полез за ней. Думаю, что я буду вам показывать. Уже отцветший цветонос. Вот так вот он ко мне
находился задом. И я такой думаю, ну, не нужен он. Взял его и срезал. Вот он, пенек. Вот он, видите? Вот. Взял его и срезал. И когда вот этот срезанный отросток упал, только потом я увидел, что, оказывается, у него здесь продолжал расти цветонос и вот эти вот бутоны. Вот такая вот, друзья, история. В общем, обезглавил легато, вот, но у нее зато другой большой цветонос. Вот, продолжает тоже наращивать бутончики, раскрывать новые цветочки. В общем, орхидеи, друзья, себя прекрасно чувствуют на фитильном поливе. Никуда мы не ушли с фитильного полива, продолжаем выращивать. Орхидеи прекрасно себя чувствуют, цветут, растут, развиваются. Ну и если будет интересна эта тема, то, конечно, мы еще попересадим немало орхидей. Вот я буду буквально прям завтра-послезавтра снимать видео пересадки. И если интересна тема фитилей, то мы посадим орхидеечки с фитилем. Ну а там уже использовать его, либо не использовать в поливе, это уже, как говорится, покажет жизнь. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока. Орхидеи у нас на фитиле есть.